Друзья, всем привет! Как вы уже поняли, наверное, из названия, сегодня речь пойдет про продукты и цены в Ашане. Не буду много ходить, у меня есть цель купить там пару моментов, но проходя мимо, я покажу вам цены, покажу ассортимент и покажу, что сейчас продают в Ашане. За окном 20 февраля, погнали! Это Ашан находится на Черниговской. Плюс-минус я тут уже все знаю, да, потому что когда попадаешь в Новый Ашан, то реально тратишь в разы больше времени, чем хотелось бы, потому что непривычное местоположение всей продукции. Сейчас около 5 вечера, людей в принципе еще немного, обычно или днем набегают, или вечером уже после работы, когда все едут с работы. В Киеве, как правило, если есть возможность, то я одним налетом захожу или в Ашан, или в Новус. Не потому что тут там дешевле, не дешевле, а просто потому что удобно все купить в одном месте. Так, мне нужно на сегодня 3 вот такие вот упаковки салфеток. И мне еще нужно молочко и хлопья. Раз мы тут уже оказались, давайте вот посмотрим, что у нас по пергаменту. Пергамент самый простой, фольга, 34 гривны, фольга 59, зависит от длины. Хотя и тут 10 метров, и тут 10 метров 34 гривны. Я не думаю, что фольга какая-то может быть диковинная. С этой стороны для мытья посуды цены вот так вот я вам остановлю, посмотрите, 66 гривен за литр, и выше. Если говорить про какие-то новомодные фейри, то фейри у нас литр даже 905 миллилитров, 205 гривен. Поменьше 149, не знаю, в чем разница. И тут фейри, и тут фейри экстра, тут фейри обычная 149, с лимоном 137. Кошкина еда. И двигаемся в сторону молочки. Покажу вам молочку, покажу вам рыбу, покажу вам мясо. Если вам ролик зайдет, если вы хотите более обзорный, более детальный какой-то обзор, то обязательно дайте знать об этом в комментах, поставьте лайк, и я тогда сюда уже целенаправленно приеду, а не просто наскоком. Так, из того, что я обычно беру багеты, французский багет 22 гривны. Обращайте внимание также на цену за килограмм, потому что тут, допустим, килограмм 56 гривен, а тут, допустим, килограмм 114 гривен. То есть за счет ингредиентов. 28 гривен, 22 гривны багет. Есть сладкие, есть в Ашане своя пекарня, поэтому эти все хлебцы, которые тут находятся, на этом стенде, на этом стеллаже, это как раз все, что они готовят сами. 18 гривен, пшеничный бездрожжевой хлебец стоит 18 гривен. Палочка, булка сырная 15 гривен и булка-малютка 7,50. Багет, гречаный багет популярен, довольно полезен детям гречаный багет и гречаные хлебцы. Хлеб пражский 32 гривны, хлеб кишиневский 22 за 500 грамм. Булка пшеничная 19,50. Торты. Из тортов это самодельные торты, не знаю, насколько они самодельные. Торт сметанник за 100 грамм 25 гривен, Наполеон 27 за 100 грамм, медовик 28 за 100 грамм, Прага 29. Торты плюс-минус в одинаковую цену. Сверху тут у нас пирожки сдобные и с маком. Если про заводские торты, то заводские торты выглядят вот таким вот образом. То есть обычный, это у нас торт, что это, БКК. БКК 199 гривен за полкило. Это Тарта какой-то бренд.
Ниже у нас БКК уже побольше, которые почти килограммовые, это 0,7 килограмм у нас. Тут у нас медовик 259, пражский БКК пражский 254, киевский 279. Из всех, которые тут, наверное, есть, вот самые дорогие, 850 грамм повітряно-горіховий 582 и Марракеш 850 гривен 519, 850 грамм 519 гривен. В принципе, торты всегда свежие и всегда пользуются у людей популярностью. После выходных, я думаю, что найти их будет сложно, потому что разгребают. Так, дальше у нас стенд из привозного хлеба и из привозных лавашей. Лаваши, как видите, да, то есть люди, которые любят сами делать шавуху, пожалуйста, на выбор. 24 гривны, 17 гривен верменские, персидские 23 гривны, 20 гривен. Это у нас кавказский 25, армянский, даже со шпинатом 19 гривен, 23. Но, как я уже сказал, обращайте внимание на килограмм, за килограмм. То есть, если тут за килограмм 99, то тут за килограмм уже идет 133. Обращайте внимание. Так, тут у нас готовая продукция. Крыло курячее вареное, копченое 226. Филе курче. Я не буду все озвучивать. Вы просто ставьте на паузу, кому нужно, и смотрите цены. Потому что, как я уже сказал, я пробегом, так сказать, нахожусь. Сейчас дойду до молочки и пойду уже на выход. Курица табака. Это все за 100 грамм. Наггетсы 39. Шницель вон вдалеке 49. Котлета рыбная 32, котлета куриная смаженная 39, котлета по-домашнему 45, сырники 26 за 100 грамм, завтрак готов, салаты. Вот салаты более внимательно. Селедка под шубой 19,90, салат крабовый 34,90, морковка по-корейски, вон вдалеке, дальний от вас 15,50, а ближняя такая спаджа с овощами 23. По суши у нас, ну давайте посмотрим, 299, 190, 299, 299. Так, слева у нас овощи, ну как я уже сказал, такой ролик у нас флеш, поэтому овощи я пропущу, покажу вам мясо, покажу молочку и покажу, и все. Так. По мясу, смотрите, это все маринад, то есть взяли, запекли в духовке там, или на сковородке и погнали дальше. Ковбаски мисливські 190, 182, ковбаски охолоджені 170, вон вдалеке. Очень удобные, они тоненькие, они быстро пропекаются, в отличие, допустим, вот от таких. Но такие, к примеру, хороши на углях, они не сгорают. Фарш ассорти. Ассорти, там и свинья, и все подряд, и корова. 152 чисто свинячий, шеек яловича 223. Остановите на паузу, посмотрите, если вам нужны цены. Гуляш яловичи вон вдалеке 238, лопатка 295. Перемещаемся дальше. Стегно свиняче у нас 149. Так, внутрішня частина стегна 174, лопатка, свинина 165, 165 даже 90. Так, из куриного у нас есть тушка курицы, 79 гривен. Вот это она, тушка куриная. Гомілка куряча 69, стегно куряче без кістки 175. Дальше. Стегно вон вдалеке у нас, ну, самое обычное бедро, да, 69,90. Вроде бы подешевело, было дороже, насколько я помню. Это чверть, то есть это стегно плюс вот эта вот нога или как она, кость, 70 гривен. Сердце куриное 99,90. Тут у нас такие запакованные вещи, то есть кто не хочет, допустим, ждать в очереди, если стоит очередь на развес, он может вот тут вот отовариться
легко, и цена тут плюс-минус, в принципе, точно такая же, как и на прилавке. Ну, допустим, вот стегно 159 за килограмм, наша ряба. Филе. Куриное филе 200 гривен, куриное филе 200 гривен, куриное филе 192. Тут у нас зайцы, тут у нас утки. Давайте посмотрим, допустим, филе индюка. 275. Слева стегно индычье. Надеюсь, меня слышно, 179. Стегно индюка 185. 185 за килограмм. Снизу у нас стегно индюка 185. Мясо индюка 185. Это филе 341. Даже не филе, а стейк. Тут у нас качине. Качине крыло 105. Качине крыло 62 охолоджено. Честно говоря, не понимаю, в чем разница. Это, наверное, за килограмм, а это может быть за штуку. Не знаю. Качине крыло охолоджено 62. Так, и тут у нас качка окист. Не знаю, как оно. Ну, короче, тушка 279 гривен. Так, иду в молочку, потому что забуду. В молочке мне нужно, ну давайте то, что мне нужно, отодвинем, а посмотрим то, что есть. Сейчас на календаре понедельник, и, как показывает практика, ближе к концу недели тут полки просто завалены. Сегодня понедельник, и видите, в принципе, это все, что осталось после выходных, потому что, ну, мало, знаете, это как после Нового года, мало. Обычно все заставлено полностью. Но так или иначе, 45 гривен, белая линия. Чаще всего покупаю, кто в Украине проживает, если в вашем магазине белая линия есть, рекомендую, потому что именно белую линию использует, насколько я знаю, Макдональдс в своих шейках, для создания своих шейков. А Макдональдс, как вы знаете, там все на уровне. Тесты, не тесты, качество, не качество, проверки воды, молока и все остальное. То есть белую линию использует Макдональдс, поэтому раньше мы покупали славяночку. Но плюс-минус, как вы видите, 45 белая линия, ферма 43, Волошково поле 45, то есть плюс-минус, молоки 49, плюс-минус оно соответствует. Если вам хочется дешевле, то вы можете в пакете пакетированное купить, оно будет стоить та же самая, да, молоки, допустим, 2,5%, 38 гривен. Так, вот, кстати, славяночка 44 гривны, про которую я говорил, которую мы раньше покупали. Ну, разное. Я молоко вообще не различаю. То есть, что казковое молоко, вот это мы покупали, желтая упаковка. Что славяночка, что ферма, что белая линия. Честно, мне кажется, просто разница в том, что какое-то может скиснуть быстрее, а какое-то может скиснуть медленнее. Ряженка. Во многих странах ряженки как таковой в принципе нету, особенно в Европе. Вы не найдете ни ряженку, ни творог, ни какие-то, я не знаю, сметанные изделия. В Ашане, в Киеве, пожалуйста, на любой вкус и цвет. Если говорить про творог, вот смотрите, я отойду назад, вот начиная вот оттуда, да, вот это идет весь творог, вот туда он идет. И вот до сюда вот он заканчивается. Плюс вот это все, это творог. Какой-то более крупнозернистый, какой-то менее крупнозернистый. Если вы хотите правильно рассчитать, ну, имеется в виду, да, качество и цена, опять же, обращайте внимание на цену за килограмм. То есть, допустим, вот эта цена за килограмм 180 гривен. А вот тут, к примеру, цена за килограмм тоже 180, а тут уже 173, а тут 216. То есть обращайте внимание за килограмм, там стоит 90 гривен. Если говорить про нас, то мы покупаем, последний, наверное, год, может быть, даже больше, белая линия. Вот этот вот творог, белая линия, он есть 0%, он есть 5%, он есть 9%. Так, это сырковые массы всякие, сладкие и не очень, с курагой и без. Это у нас сгущенка. По сгущенке
вы видите, 70 гривен за маленькую баночку, вот такую вот, или 134 вот за такую баночку. Так, по яйцам, да, всегда же всех интересуют яйца, все во всем мире сравнивают цену на яйца. Яйца в Ашане, в Киеве 4,60. 4,60 за штуку, десяток 46 гривен. Есть дороже, есть дешевле. Если упакованные яйца, то они стоят 65, допустим, да, ясен вид. Ну, зависит от размера. 63 гривны, это, допустим, 75 гривен, это 62 гривны, это 58. Зависит, опять же, от размера и от бренда. То есть есть совсем мелкие, есть совсем большие. Вот самые бюджетные, пакетированные, если вы не хотите разбить, 52 гривны. По молоку, ради которого я сюда пришел, мне нужно вот это вот детское молоко. 56 гривен за килограмм, за литр, за килограмм. 53 гривны за упаковку. В упаковке у нас 950. Жирность 3,2. Не помню, кто посоветовал, то ли мы смотрели выпуск вот этого вот производителя, директора там, или основателя этого молока, и он говорил что-то про своих детей, что он исключительно это молоко им дает. Ну, короче, сами понимаете, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, пока на сегодняшний день вот в качестве детского молока мы берем 3,2, яготинские 53 гривны. Если 2,5, то оно стоит дешевле 40 гривен. Вон, пусто. Так, йогурты, раз мы тут оказались, давайте посмотрим. Йогурты 1,5% стоит 21 гривна. Йогурт самый популярный на яготинске, наверное, вот 22 гривны. Это тоже 1,5%. Ну, давайте посмотрим еще 2,5 там, или больше процентов йогурты. Вот йогурт. Все 1,5%. Какие-то жиденькие йогурты, совсем жиденькие. 23 гривны. Короче, средний йогурт стоит 23 гривны. Напомню, что в Киеве, в Украине, курс доллара 38 гривен это за 1 доллар или 40 гривен за 1 евро. По поводу сырков. По поводу сырков у нас сырки вот такого вот плана есть. Есть сырки 13 гривен. Вот все сырки, которые тут есть, я, наверное, пробовал. Я беру сырки всегда в большом количестве, и они у меня долго не живут дома, потому что питательные и относительно калорийные. Так, возьмем еще, наверное, пару сырковых паст детских. Тут внимательно нужно смотреть. Я не встречал ни разу, чтобы был срок годности истек. Ну вот, допустим, сейчас, да, 6.03, 24 дата выпуска, месяц 14.02. То есть нужно смотреть, если, я думаю, вам не стоит рассказывать, вблизи, ближний к вам, тут всегда дата выпуска более старая. Если я засуну руку подальше, то, скорее всего, тут уже дата выпуска будет позднее, и, соответственно, срок годности будет тоже подольше. Так, идем мы к хлопьям. Мне нужны глазированные хлопья и мне нужны шоколадные хлопья. Они, скорее всего, в соседнем ряду. Хлопья. Вон там, наверное, хлопья. Сейчас посмотрим. Так, ладно, давайте, раз мы тут оказались, уже посмотрим на вермишельку. Раз я тут прохожу, вермишели огромное количество. Вот так вот я отошел, вот посмотрите, стеллаж. Вот начиная оттуда и заканчивая вот это все вермишель. Самое качественно, на мой взгляд, это чумак, она не разваривается, то есть держит всегда форму. Это большая упаковка 72 гривны, если обычная упаковка, вот чумак
35 гривен. Есть яичные всякие, не яичные, завитушки, не завитушки. Макароны Хуторок. Это у нас 39 гривен за 800 грамм. Паутинка, да, для детей, допустим, если куда-то в суп там или еще куда-то, вот такая вот 45 гривен за 400 грамм. Большая вермишелька, толстенькая, 28 гривен, 250 грамм. Так, дальше посмотрим. Вот тут вот такие вот у нас есть бантики. Это у нас 54 гривны за, не вижу, за 400 грамм. Пониже у нас есть 59 гривен, вот такая вот вермишель. И ракушки 57 гривен. Ну, бренды все разные, то есть смотреть сложно. Если бы было все у одного бренда, было бы полегче. Так, вот зачем я пришел. Я пришел за хлопьями. Смотрите, значит, хлопья старт 57 гривен. Это мне не подходит, это мне не подходит. Мне нужны вот такого плана. Глазурованные 62 гривны. Это обычные. Раз, взяли. 280 грамм, 62 гривны. В зависимости от бренда, вот чисто посмотрите разницу в цене. 224 гривны за килограмм. Бренд старт. А вот тут вот уже менее, ну, более натуральные, то есть без сладости, без каких-то этих домишки, 170 гривен за килограмм. Так, взяли. И теперь мне еще нужно, а вот тут, кстати, интересная вещь. 700 грамм, 91 гривна. Тут у нас 60 гривен 300 грамм, а там у нас 90 гривен 700 грамм. То есть тут у нас будет стоить 600 грамм в 2 раза больше, 120 гривен. Наверное, имеет смысл 700 гривен за 90 гривен взять. Если на то пошло. Давайте заменим. Жертва маркетинга у вас на связи. Не помещается у меня ничего. Поставим сюда. И мне еще нужны хлопья точно такие, но шоколадные. Но я их, честно говоря, не вижу. Так, ладно. Не будем задерживаться, потому что я, как сказал, набегом. Что вам еще показать? Покажу вам еще рыбу и буду выходить. Если вас заинтересуют другие цены, вон там, видите, вдалеке там и выпивка, алкоголь, то обязательно дайте об этом знать в комментах. Ну и если, конечно же, вы хотите поддержать канал, вы хотите поддержать меня, стимул, да, мотивацию к съемке, то подпишитесь и дайте фидбэк. Так, что у нас по рыбе? По рыбе у нас голець 32, это за 100 грамм у нас. Форель речкова 28 гривен за 100 грамм. Сибас потрошенные дорадо. Дорадо это у нас 400-600 грамм. Это у нас побольше 39,90 дорадо. Креветка 37,49 100 грамм. Креветка, кальмар, осьминог 49, форель, тушка 47, форель охолоджена 59,90. Это те люди, которые на ужин, да, допустим, купил, сделал. Стейк лосось 89,90, форель, стейк 84 за 100 грамм. Щука 32, сом 47, сом-филе 42, толстолоб 19,90, фазан 36, белый амур 19, сом здоровенный 26. Вот так вот я остановлю, посмотрите, остановите цены. Короб, карась 12, толстолоб, ну это целиком, если вам нужно. Так, все, иду на выход. Красная икра. Вот она, красная икра. Икра 159 гривен за баночку. 159 гривен. Икра лососевая. Вот такая вот икра. Красная. Сколько тут грамм?
написано одна штука, а сколько грамм? 80 грамм. 159 гривен за 80 грамм. Самая дорогая, красная, как я вижу вот слева, 229 за одну штуку. И тут у нас сколько? Тоже 80 грамм. Вот такие вот дела. Все, идем на выход. Идем на выход и будем собираться. Друзья, сыр, все остальное, колбасу. Не буду вам конкретно сегодня показывать, потому что ролик получится сильно длинный. Выделю специальное время, приеду сюда еще раз. Друзья, ну что, вот такие у нас дела. Купил совсем немного, вышло на 400 гривен. Это примерно что-то чуть больше там 10 долларов. Примерно где-то 11 долларов. Много, мало, да я по сути ничего не купил. В следующий раз обязательно приду, более детально это все сниму, засниму, покажу все отделы, потрачу на это больше времени, если вы оцените этот ролик. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.